Всем привет! В этом видео я поделюсь очень нежной зеркальной глазурью на сливках. Также покажу, как я готовлю кольца из шоколада для декора торта. И поделюсь очень нежным вкусным муссовым тортом с кофейным вкусом. Если вам интересно, смотрите дальше. Заранее надо приготовить зеркальную глазурь, так как она требует стабилизации. Ковшик наливаем в воду, добавляем инвертный сироп, добавляем сахар и ставим ковшик на плиту и варим до 110 градусов. Отмеряем желатин, добавляем воду. Воду к желатину обычно добавляет 1 к 5 или 1 к 6. Оставляем желатин набухать. Когда сироп достиг 110 градусов, вливаем горячий сироп к сливкам. Сливки может быть комнатной температуры, но также можно взять только из холодильника. Разницы я не заметила. Добавляем белый краситель, так как глазурь без красителя будет прозрачная. Добавляем растопленный набухший желатин, краситель по выбору и пробиваем все блендером. Пропускаю через мелкое сито, покрываю пленкой в контакт и ставлю в холодильник на стабилизацию примерно на 10-12 часов. Заранее подготовила ганаш на молочном шоколаде. Рецепт уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Приготовила мусс на заварном креме. Рецепт этого мусса уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Только отличие от того рецепта: к заварному крему в самом начале добавила коньяк и кофейные зерна. Вот в этот этап, когда поставила ковшик на плиту, варится крем, я уже туда добавила и коньяк, и кофейные зерна. Сварила крем, перелила крем в другую емкость и оставила с кофейными зернами, чтобы этот крем стал более ароматный и чтобы кофейные зерна больше отдали свой аромат. Потом пропустила крем через сито, чтобы избавиться от кофейных зерн. Конечно, можно использовать растворимое кофе, но более яркий и вкусный, насыщенный вкус получится конкретно, если использовать кофейные зерна. К крему добавила сыр маскарпоне. Вы можете, конечно, добавить крем-чиз, но у вас не получится настолько нежный вкус. Взбила сливки до мягких пиков, ввела в основную массу, добавила набухший желатин. Далее я использовала бисквит на сливках, тоже рецепт уже есть на канале. Бисквит я пропитала крепким кофе без добавления подсластителей. Отсадила ганаш на бисквит, в форму налила слой мусса. Поставила на 5 минут в морозилку, чтобы мусс немного схватился. Кладу первый бисквит на мусс, немного придавливаю. Конечно, удобно собирать любой муссовый торт, если вот такие заготовки будут заморожены, подморожены, приготовленные заранее. Налила следующий слой мусса и кладу второй бисквит с ганашем, так, чтобы ганаш остался внутри мусса. Форму я использую металлическое кольцо 20 см в диаметре. По бокам поставила ацетатную пленку. Само кольцо я поставила в силиконовую форму. Также можно поставить на пищевую пленку или силиконовый коврик. Торт заморозила. Я не особо люблю использовать для муссовых тортов кольца. Я использую обычно силиконовые формы. Обязательно, конечно, внутри в кольце ставить ацетатную пленку. Но бывает, что кто-то, и даже я, забываю поставить ацетатную пленку. Собрала торт в кольце, заморозила. И как достать сейчас вот наш торт из этого кольца? По бокам надо пройтись горелкой. Кольцо немного станет теплое, мусс подтает, можем снимать кольцо. Потом теплыми руками просто сглаживаю сам этот бок
Он такой не особо ровно аккуратный. И поэтому я не люблю собирать муссовые торты в таких кольцах. Потом торт поставить обратно в морозилку, чтобы он полностью заморозился. Глазурь стабилизировалась. Она стала вот такая гелевая, можно сказать, такая как пудинг. Она не липкая. Глазурь надо подогреть в микроволновке до такой степени, чтобы она по бокам была жидкая, а посередине она еще вот твердой структуры. И в этом этапе перебиваем блендером до однородности. Потом я поделила глазурь на две части. В одну добавила золотой краситель, а в другую добавила коричневый. Температура этой глазури 23-25. Если мы наливаем на маленькие пирожные, то можем даже 23 градуса использовать. А если используем на большой торт, то максимум 25, не выше. Остудила глазурь до 25 градуса и потом наливаю оба цвета глазури в одну емкость. Чередую коричневая, золотая, опять коричневая и опять золотая. Достаем торт из морозилки, еще немного можем пройтись теплыми руками, сглаживаем поверхность, чтобы не образовался конденсат. И наливаем глазурь. Глазурь можно наливать в один пункт, и она сама как бы растекается. Будет такой узор. Можно наливать полосками, делать такие как бы движения, рисовать полоски. Можно делать круговые движения. Я осталась на полоске, буду делать полосатый такой тортик. И с такими движениями разными мы добиваемся разный узор, эффект, цветовые вот эти переходы на торте. Дожидаемся, когда глазурь стабилизируется и больше не стекает по бокам. Подтеки снимаем с ножом. Глазурь очень нежная, не липкая. Если ее сравнить с классической глазурью, которая используется под леопард. Потом торт переносим на подложку. Вот такой полосатый интересный эффект получается. В жизни, конечно, это золотой оттенок больше можно видеть. Далее будем готовить шоколадный декор. Для этого надо темперировать шоколад. Отмеряю 100 грамм шоколада. От этих 100 грамм отдельно отмеряю примерно 20-25 грамма. Чашу шоколада ставим в микроволновку на 30 секунд. Достаем, немного перемешиваем и ставим обратно еще на 30 секунд. Шоколад немного подтаял, но еще весь не растаял. Нам надо, чтобы шоколад полностью растопился и достиг температуры 45, максимум 50 градусов. Это я первые 2 раза ставлю по 30 секунд, а потом уже по 10-15 секунд, чтобы не передержать. Когда весь шоколад растопился, добавляем эти 20-25 грамм
шоколада. Перемешиваем. Нам надо, чтобы эти калеты растопились и быстро остудили шоколад. Поэтому, чтобы хорошо протемперировать шоколад, в помещении тоже нельзя, чтобы было слишком жарко. Поэтому зимой очень хорошо даже открыть окно и темперировать у окна. Второй вариант: мы можем под саму чашу поставить что-то замороженное из морозилки, чтобы шоколад быстро остужался. Мешаем интенсивно и проверяем температуру. Остужаю я шоколад до 29 градусов. Чтобы создать кольца для декора, нам надо ацетатную пленку. Если нету ацетатной пленки, мы можем использовать просто пергамент. Отрезаем нужной длины, нужной ширины. Наносим темперированный шоколад. Спатулой распределяем по всей пленке. Если где-то у нас остались кусочки шоколада, так как шоколад может достичь нужной температуры, а эти галеты еще не растопились, это ничего страшного. Конечно, неудобно, они там мешаются, путаются. Просто берем палочку и достаем эти кусочки шоколада. Делаем не особо толстый слой и в то же время не слишком тонкий. Потом берем вот эту пленку с шоколадом и переносим немного дальше на чистую поверхность. И ждем, пока шоколад начнет схватываться и станет матовый. Это происходит очень быстро, если мы хорошо протемперировали шоколад. Вот пока я тут почистила поверхность, шоколад уже почти стал матовым. Это мы видим визуально. И можем дотронуться пальцем. Если шоколад не прилипает, то можем резать на полоски, можем как бы вырезать все, что надо, можно с формочкой выдавливать, смотря что вы хотите приготовить. Беру кольцо из морозилки. Я подержала это кольцо в морозилке для того, чтобы, когда прикладываю шоколад, он не прилип, а сразу застыл. Так как мое кольцо по диаметру больше, чем мои шоколадные заготовки, у меня, видите, тут осталось как бы пустое место, я скотчем закрепила, чтобы все хорошо держалось, не открывалось. И ставлю сейчас шоколад, вот эту заготовку, в холодильник. Буквально там на 10 минут. Далее, чтобы приготовить перышки из шоколада, надо тот же самый темперированный шоколад и удобный какой-нибудь элемент. Я взяла нож, но этот нож слишком большой для такого декора, он неудобный. Есть эти разные мастихины, с которыми можно удобно это исполнять. Надо вот так придавливать, приподнять. Потом эту ацетатную пленку я скрутила в такую трубочку и тоже поставила на 5 минут в холодильник.
Достаем шоколадные кольца, снимаю скотч, снимаю ацетатную пленку, очень аккуратно, чтобы не сломать кольца. Если шоколад хорошо протемперированный, он остается довольно эластичный. Шоколад, который хорошо протемперированный, он всегда блестящий. Но блестит или не блестит шоколад, это зависит не только от темперирования шоколада, а еще от поверхности, на которую мы кладем шоколад. Если мы шоколад наливаем на блестящую глянцевую поверхность, он в себе берет вот эту глянцевую поверхность, и он тоже блестит. Если мы используем пергамент, на пергаменте может не получиться настолько глянцевый шоколад, потому что пергамент сам по себе не глянцевый. Достаем торт и кладем кольца. Я приготовила кольца немного неправильного диаметра. Мой торт больше, чем кольца, поэтому я кладу 2 кольца, чтобы пустоту закрыть. Я просто, когда готовила шоколадные кольца, не померила диаметр торта, но это тоже ничего страшного. И как вы видите, протемперированный шоколад, он, во-первых, не тает в руках, он эластичный. Я его вот согинаю, двигаю, и он не ломается. Это отличие от нетемперированного шоколада. А вот эти перышки, чтобы делать бока у них такие, надо просто острым ножиком пройтись вот так и сделать, как у настоящих перышек. Это неровные вот эти края. Потом я покрыла пищевым золотом. Такой декор несложный, но просто надо подружиться с темперированием шоколада. И вот такой интересный, красивый тортик получается. Зеркальная глазурь на второй день остается блестящая, глянцевая, она никак не поменялась. Разрезаю полностью размороженный торт,
Чтобы был более красивый разрез, я снимаю верхние кольца, чтобы они не мешали при разрезе. Такой нежный кофейный торт получается. Структура от всех составляющих очень нежная. Все вместе как бы делает одну композицию. Ни один ингредиент не выделяется. Этот бисквит просто шикарно сочетается с кофейным сиропом. Идеально подходит для торта тирамису. Эта глазурь очень-очень вкусная. Она в меру сладкая. Она очень нежная по структуре, по вкусу. Она не липнет. Структура у этой глазури напоминает пудинг. Если сравнить с классической зеркальной глазурью, где добавляется шоколад, глюкозный сироп, сгущенка, та глазурь очень сладкая, очень липкая. Эта глазурь очень нежная. Поэтому, если вы готовите торт с зеркальной глазурью, и вам не надо эффект леопарда, то я советую использовать эту глазурь, потому что она вкусная. А та глазурь, которая с шоколадом, с глюкозным сиропом, я скажу, если ее отдельно попробовать, вкусной я ее не назову. Я ее использую только для того, чтобы создать эффект леопарда. Эффект леопарда вы на эту глазурь не можете сделать, не получается. Для леопарда надо вот эту липкую структуру. Очень нежный кофейный вкус, нежная структура. Тортик получается как бы жирный, но если посмотреть по составу, жирный маскарпоне, сливки, но в то же время вкус настолько легкий, нежный, идеально для любителей кофе, для любителей нежного, не особо сладкого. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!